быстрее, быстрее, быстрее. Поскольку ты зарабатываешь, откуда у тебя берутся деньги, я вернулась к бывшему. Трачу достаточно много, она бы вам не поверила. Единственное, вот это мне не очень понравилось. В моих будущих влогах вы это и так сами увидите. Всем привет! Я на канале Miss Little, и меня зовут Анастасия. И всех с наступающим Новым Годом! Я не знаю, когда вы смотрите это видео, но на данный момент до Нового года осталось буквально несколько часов. И мне честно не верится то, что вот-вот 2023 год уже подойдет к концу. Честно, с каждым годом, как я вырастаю, у меня такое ощущение, будто каждый год все быстрее, 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 быстрее проходит. Напишите в комментариях, у кого так же. Вот-вот 2023 год подойдет к концу, и я решила, как знаете, такое последнее видео в этом году. Да, это последнее видео в этом году. Решила, что сделаю, так сказать, вопрос-ответ, итоги года. Просто с вами поговорим по душам и, конечно же, поотвечаю на ваши вопросы. Так что, если вам это интересно, оставайтесь вместе со мной, и мы с вами начинаем. Сколько тратишь денег в месяц? Дают ли тебе родители карманные деньги? Сколько зарабатываешь сейчас с Ютуба? Есть ли еще сторонний заработок? С очень интересным вопросом мы с вами решили начать это видео, но мне кажется, эта тема всех интересует. Типа, сколько ты зарабатываешь, откуда у тебя берутся деньги? Зарабатываю я не так уж и много, честно скажу, то что в этом году я работала очень-очень мало, и в моделинге очень мало зарабатывала. Обычно у меня, знаете, есть какой-то заработок, там 20 тысяч, 30 тысяч за месяц, за 2 батов. Это вот такая вот цена в рублях. Только с моделинга, съемок, с реклам. А в этом году, честно, у меня этого было очень мало, потому что я сейчас в таком возрасте, который никому не нужен. Так что в основном мой заработок идет с Ютуба, либо же помогаю какие-то дела по дому, там что-то помыть, что-то помочь родителям, в общем, вот это вот все. И в месяц у меня получается, ну, со всеми вот этими вот, знаете, плюсами, минусами, где-то 15 тысяч бат. Да, плюс еще иногда реклама приходит, и так получается где-то 8-20 тысяч. Что касается моих трат, трачу я достаточно много, и это очень-очень большая проблема. В следующем году мне нужно будет над собой работать на эту тему, потому что все-таки взрослею, и мне нужно будет больше, знаете, быть финансово грамотной, но в этом году я очень много тратила, и тратила так, как я ездила в путешествии очень часто, я тратила на подарки, на сувениры очень много денег. В принципе, на походки, когда я, знаете, куда-то выхожу с друзьями, я могу потратить от 500 бат до 1000 бат. Да, достаточно много, но как бы, знаете, там в кино сходить, в какие-то интересные места, покушать, и как бы это все накапливается, и получается такая сумма. Плюс иногда, знаете, какие-то интересные места, поездки, в общем, да, иногда бывает так. Лично на себя, прям на шопинг, именно для себя, там, знаете, одежда, макияж, это я очень редко себе покупаю. Но если я езжу в путешествие, если я куда-то гуляю, то я гуляю, так сказать, по полной. Ставила ли цели на этот год? Все ли получилось выполнить? Что касается целей на этот год, я где-то половину не смогла выполнить, но это потому, что в этом году я больше фокусировалась на те вещи, о которых я даже и не могла задуматься. 1/3 этого года я путешествовала, и я очень-очень благодарна тому, то, что у меня есть такая возможность, то, что есть такие средства, то, что у меня есть прекрасные родители, которые мне помогают. Огромное им спасибо, и в этом году произошло столько много вещей, о которых я даже и мечтать не могла. Так что, да, какие-то цели я выполнила, и я их ставила, но и были цели, на которых я просто не фокусировалась. Я хотела привести себя в идеальную форму в этом году. В каком-то моменте я реально была в идеальной для себя форме, но это было в середине года, до того, как я начала путешествовать. Вот когда, знаете, я постоянно занималась боксом, занималась какими-то спортивными штуками постоянно, вот тогда я была в идеальной форме для себя. Также заработок, но я зарабатывала, а потом тратила, и как бы накапливать сильно и не получалось, но в начале этого года я сделала покупку, которая была для меня очень-очень важна, и купила себе iPad. Что касается целей на этот год, я их еще не поставила, потому что цели в основном я ставлю в первой неделе января, знаете, вот после Нового года, когда ты оклемался, наконец-то
решился то, что вот, все, началось, Новый год, нужно начать работать. Вот в первой неделе я себе все прописываю, делаю итоги прошлого года, также делаю вот эти вот, знаете, типа карты желаний, вот это вот все. И этим всем я занимаюсь в начале января. Так что, как только сделаю, скорее всего, поделюсь этим в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Ты снова встречаешься со своим парнем? Да. Я вернулась к бывшему. Я никогда бы не думала, что я это скажу, но да. Получилось так, то, что, кто не знает, я со своим парнем рассталась в прошлом месяце. У нас была такая ситуация, то, что мы решили остаться друзьями, общались как друзья примерно недели-две, и потом поняли то, что, ну, не получается у нас так. Все проговорили, поняли, в чем была проблема в наших отношениях, почему так получилось, начали над друг другом работать, и сейчас все отлично. Да, мне кажется, этот период нужен нам был обоим для того, чтобы немного выдохнуть, понять, что не так. Какое самое запоминающееся событие произошло в этом году для тебя? Конечно же, путешествие в Европу. Это было просто нереально, и это то, о чем как раз-то я бы и никогда не задумалась, я никогда не думала, то, что у меня получится. У меня будет возможность посетить Европу в какой-то стадии компании, съездить одна, посетить Францию, Швейцарию, Мальту, Италию. Это была невероятная запоминающаяся поездка, и да, конечно, были свои минусы, были ситуации, которые были не очень приятные, но сама эта поездка, это было нереально. Это было нереально, она меня очень многому научила, дала мне понять, чего я хочу от этой жизни, и если бы вы сказали Насте в начале этого года то, что она в этом году посетит Европу, съездит в Мальту и поймет то, что она будет в университете учиться в Европе, она бы вам не поверила. Зачем ты сдавала IELTS и довольна ли ты результатом? Как раз на тему Европы, как я сказала, я буду учиться в Мальте, и для того, чтобы поступить мне в Мальту, я должна сдать, соответственно, IELTS. И для поступления мне нужна была хотя бы 6 на IELTS, что, соответственно, у меня получилось, у меня 7.5, и это, в принципе, шикарная оценка, я рада. Да, конечно, я думала то, что у меня, кстати, самая низкая оценка была в райтинге, писании. Я думала, что у меня будет гораздо выше, но каким-то образом у меня получилось 6.5, и вот единственное, вот это мне не очень понравилось, но так полностью оценка, в принципе, меня устраивает. Я довольна, я молодец. Как будешь отмечать Новый год? Я уже знаю, как я буду отвечать Новый год и где, но я вам пока не буду это говорить, потому что в моих будущих влогах вы это и так сами увидите. Да, конечно, влог с Нового года, скорее всего, выйдет немножечко попозже, через недельки-две, наверное, но да, я не буду вам ничего спойлерить, ждите, потому что сейчас я нахожусь в Киргизии, но это не моя финальная точка, я дальше еще кое-куда поеду, но пока вам не буду говорить, ждите влогов и сами все увидите. В общем, вот такой вот у нас с вами получился вопрос-ответ, и вот и все. Да, вот и окончание этого года, честно, мне не верится, этот год был просто наполнен нереальными ощущениями, нереальными запоминаниями, и я столько всего прожила в этом году, серьезно, мне кажется, за этот год я настолько повзрослела, этот год реально был, наверное, один из самых лучших моих годов, если не самый лучший, серьезно, столько много эмоций, столько много запоминаний, и огромное спасибо вам за то, что вы были со мной в этом году. Огромное спасибо то, что вы досмотрели это видео до конца, то, что вы смотрите сейчас это видео, то, что вы подписаны на меня. Огромное вам спасибо. Я вам желаю всего самого лучшего в новом году, чтобы все ваши желания сбылись, чтобы все у вас было хорошо. И да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всех с наступающим Новым годом! Увидимся с вами в 2024 году. Всем пока!